Добрый день! Сегодня мы начнем разговор о кухне средневекового Каира, который займет минимум 3 выпуска. Я расскажу, что и откуда мы знаем о каирской кухне, и поделюсь рецептами из оригинальных средневековых поваренных книг. Мы будем говорить не просто о еде, а о том, как и почему она развивалась, и какое место занимала в жизни людей. Вы узнаете, что общего между леденцами и ежедневной газетой, почему каирские невесты имели дурную славу, а каирские повара блестящую, зачем безумный халиф Аль-Хаким запретил самый любимый столичный суп и какие 3 революции определили уникальность каирской кухни. Почему 3 выпуска, спросите вы? Во-первых, каирская кухня того стоит. Средневековая каирская, заметьте, не египетская, а именно каирская кухня была особым культурным явлением, поражавшим воображение путешественников, как мусульман, так и христиан. Речь пойдет не совсем о современной египетской кухне, и многое из того, о чем я буду рассказывать, не получится заказать во время отпуска в Хургаде. Нельзя сказать, что средневековая и современная египетская кухня не имеют ничего общего. Просто со времен Салах-ад-Дина в Египет завезли слишком много новых продуктов и идей, как их можно приготовить. Во-вторых, еда – это зеркало социальной жизни. Одни блюда существуют для того, чтобы насытиться, другие – чтобы сплотить воинов, готовых поставить на кон собственную жизнь, а третьи – для того, чтобы заставить замереть в изумлении иноземного посла, потерявшего дар речи. Диета подтверждала социальный статус, а статус определял диету. То, что ты ешь, показывало, кто ты. Ну и, наконец, в-третьих, еда – это способ перенестись в другое время и другое место и попробовать историю на вкус. Если нам не дано воочию увидеть султана Аль-Камиля, то мы как минимум можем попробовать то, что он ел. Откуда мы знаем о каирской кухне? Насколько полны наши знания о ней? Вот здесь беспокоиться не стоит. Мы знаем о ней удивительно много. Информация о кухне Каира содержится в религиозных текстах, исторических хрониках, рассказах путешественников, средневековых романах, наставлениях по праведному поведению, адабу, в диетических и фармакологических трактатах, руководствах для рыночных инспекторов, мухтасибов и, конечно, в поваренных книгах. На последней хотелось бы остановиться особо. Так же, как книга о вкусной и здоровой пище не отражала ежедневное питание советского человека, кулинарные книги Исламского Востока не были зеркалом повседневного меню простолюдина. Более того, такие книги нередко не описывали то, что люди действительно ели, а предписывали, что нужно есть, чтобы сохранить здоровье согласно медицине того времени. Пища из них предназначалась для статусных банкетов знати и не была повседневной. Также подобные книги содержали немало мертвых рецептов, давно вышедших из употребления. Зачастую они включались в текст просто потому, что были переписаны из книги авторитетной личности из прошлого и придавали сочинению престижа. Конечным адресатом кулинарных книг был состоятельный, образованный аристократ с серьезным хозяйством, как правило, имевший доступ к двору правителя. Сам он почти никогда не готовил, хотя в отдельных случаях готовка становилась хобби образованного человека или способом продемонстрировать уважение и почтение гостю или родственнику с помощью еды, приготовленной собственными руками. И все же главными читателями кулинарных книг были мажордомы и управляющие крупных феодалов,
распоряжавшиеся организацией питания большого дома. Они составляли меню банкетов, определяли очередность подачи блюд, обучали поваров новым рецептам, заказывали продукты на рынке, а если нужно, и в личном хозяйстве господина. Такие книги даже содержали рецепты по созданию надписей на зреющих фруктов с помощью сока лайма, смолы и уксуса. Вовремя поданный султану или визирю подобный плод мог стать началом нового витка придворной карьеры или очень полезной дружбы. Иногда кулинарные книги писали для себя, чтобы передать знания наследнику или поразить друзей своим дерзким гедонистическим манифестом. Самая ранняя арабская поваренная книга «Китаб аль-Табих» – «Книга явств» вышла из-под пера Ибн Сайяра аль-Варака в X веке нашей эры. Автор написал ее по заказу знакомого, чтобы увековечить придворную кухню аббасидских правителей и дать потомкам понимание, какая еда полезна, какая нет. Книга была разбита на 132 главы и содержала 600 рецептов. Вторая фундаментальная книга с тем же названием была написана в XI веке Мухаммадом ибн аль-Хасаном аль-Багдади и несет следы сильного влияния иранских кулинарных традиций. Каирская кухня представлена 3 анонимными книгами эпохи мамлюков. Старейшая из них – книга дружеских уз или описание прекрасных блюд и ароматов. Ее ядро было написано еще при Уйбидах, человеком, хорошо знавшим придворную жизнь. В мамлюкское время к ней добавляли все новые и новые рецепты. Вторая книга «Сокровища вещей благоприятных» содержит 830 рецептов, чья география простирается от Багдада до Андалусии и от Йемена до Румийского султаната. Последняя из египетских поваренных книг – описание знакомых блюд. Написанная в XIV веке, эта работа содержит 480 рецептов и поражает вниманием к деталям. В ней описаны не только способы приготовления и хранения продуктов, но даже технология окуривания посуды благовонным дымом агарового дерева. На основании колебаний цен, упомянутых в хрониках, историки кухни выявили список социально значимых для Египта базовых продуктов. В него входили баранина, говядина, куры, гуси, яйца, пшеница, рис, конские бобы, сахар, сыр, масло, особенно кунжутное, и дыни. В период эпидемий рос спрос на груши, гранат и айву, которые считались полезными для здоровья. Цыплята, рис, водяные буйволы и сахар появились в Египте только после арабского завоевания. Базовое меню арабов было основано на мясе, финиках, ячмене и молоке. Арабы принесли в Египет фарид, похлебку с хлебом, бывшую любимой пищей пророка, упоминаемую в хадисах, и асиду, пудинг из отваренной муки, сдобренной медом, молассой или другими сладкими добавками. Думаю, будет справедливым, если первым рецептом, который я расскажу, будет рецепт фарида. Он редко был украшением столов султанов и эмиров, и вряд ли египетская кухня поразила бы им иноземных гостей. Но блюдо, ставшее частью сунны пророка, сложно забыть, а его простота и сытность сделали его идеальным обедом благочестивого бедняка, носильщика, бедуина, юного студента медресе. Сварите крепкий мясной бульон, и как только он будет готов, вынимайте мясо. Берете хлеб, подобный пышному армянскому мангташ или греческой пите, и крошите его руками в бульон, так чтобы мякиш хорошо пропитался бульоном. Формируйте из него горку и обкладывайте измельченным мясом по периметру.
Мясо может быть любым, кроме, конечно, свинины, и должно быть разварено настолько, чтобы его можно было отделить от кости одной рукой. Все. Самое арабское блюдо египетской кухни перед вами. Простое и очень сытное. Имея огромное культурное значение, фарид, тем не менее, постепенно терял популярность, уступая блюдам более сложным и изысканным. Рецепт пытались модернизировать, добавляя в бульон дрожжи и уксус, специи, экспериментируя с видами хлеба, но по кулинарным книгам мы видим, что блюдо уже не удовлетворяло взыскательным вкусом знати и богачей. Если в книге Явс Аль-Варака упоминается больше дюжины рецептов фариды, то через 3 века о фариде вспоминает только Ибн Разин на страницах лучших блюд Аль-Андалуса и Магриба. Будем честны, старая арабская кухня, безусловно повлияв на Египет, быстро отступила под напором коптской традиции. Лучше всего это иллюстрирует история завоевателя Египта Амра ибн Аль-Аса, уже знакомого вам по первому выпуску о Каире. Пытаясь наладить отношения с влиятельной коптской элитой, он пригласил ее представителей на пир, устроенный в лучших арабских традициях того времени, с обилием вареного верблюжьего мяса и хлеба. Но что-то в глазах гостей, терпеливо дождавшейся конца банкета, подсказало Амру, что мероприятие не удалось. Следующий пир был уже обставлен в богатых коптских традициях, и отношения между завоевателями и завоеванными начали налаживаться. Здесь самое время сказать несколько слов о арабской коптской кухне. Беда здесь в том, что известно о ней как раз несколько слов. В древнеегипетские времена о повседневной кулинарии было писать не принято, а элитная дворцовая кухня уступила кухне македонских и римских завоевателей. Геродот писал, что египтяне едят хлебцы из полбы, которые называют келестис. Напиток, который они пьют, то есть пиво, делается из ячменя, ибо в их стране нет виноградных лоз. Они едят сырую рыбу, высушенную на солнце или засоленную, а также перепелов, уток и мелких птиц, маринованных в рассоле. Других птиц и рыб, кроме тех, что считаются священными, они едят либо жареными, либо вареными. В античные времена кухня разделилась по социальному признаку. Жители Александрии и других больших городов питались уже согласно греко-римской традиции с гарумом и оливками, а многочисленные жители деревни по-прежнему оставались ниже радаров письменных источников. Если мы все-таки зададимся вопросом, что могли подать на втором египетском пире Амра, то вполне возможно среди блюд могли быть алитер афелас. Это глазированные медом котлеты из знаменитой римской поваренной книги V века нашей эры, приписанной Марку Габию Апицию. Готовить их просто, в отличие от большинства прочих блюд, содержавшихся в книге. Мелко нарезанные куски мяса тушите в мясном бульоне, после чего глазируете в горячем меду и так подаете. Надо отметить, что, скорее всего, завоевателям были бы предложены столовые приборы, вилки и ложки, бывшие частью римской и византийской традиции. Не отставали от империи персы-сасаниды, чьи изящные серебряные вилки украшают лучшие музеи мира. Но не будем слишком строги к людям Амра. В Византии столовый прибор был уделом, если не знати, то по меньшей мере представителей крепкого среднего класса. Публика попроще ела руками и там, хотя делать это полагалось изящно, 2-3 пальцами. Запускать в горшок всю пятерню было верхом неприличия и поводом для едких насмешек. Итак, в VII веке нашей эры коптская кухня Египта, восприняв от арабов ряд новых блюд и продуктов, продолжила свое существование, завоевав завоевателей.
Однако у прихода арабов был свой отложенный эффект, во многом предопределивший появление каирской кухни. Историкам еды он известен как 3 арабских кулинарных революции. Первая из них – аграрная революция. Появление огромного исламского халифата стерло границы между регионами и привело к беспрецедентной мобильности населения. Внутри этой новой культурно-политической общности начинается распространение новых растений и новых способов их выращивания. Значительный вклад здесь внес обмен с Индией, оказавшийся кладезем аграрных новшеств. Богатая почва Нильской долины, на которой, по словам путешественников, вырастало все, что ни посади, сделала Египет чуть ли не главным бенефициаром аграрной революции. Сахарный тростник, твердая пшеница, цитрусовая, колокассия – самые заметные ее дары. Вторая революция – революция торговая. Долгое время пробыв частью Средиземноморского Запада, Египет перешел под знамена Востока, связанного Индийским океаном. Из портов Кералы, Гуджарата и Чолы в Египет отправлялись суда, груженные черным перцем, кардамоном, корицей, хлопком и драгоценными камнями. Египетские порты принимали гостей, и на верблюдах или по каналу, ведущему к Каиру, товары доставлялись вглубь страны. Потом по Нилу они попадали в Александрию и Дамьетту, откуда отправлялись по всему Средиземному морю. Наивысшего расцвета эта торговля достигла при халифате фатимидов. Стабильность и коммерческая привлекательность Египта привела к массовой миграции туда населения из обоих регионов. Смешение их кулинарных традиций сделало Египет настоящей кулинарной лабораторией Средневековья. Последняя революция, революция, собственно, кулинарная, была прямым следствием 2 предыдущих. Результатом ее становится так называемая кухня новой волны, беспрецедентная по богатству доступных компонентов, смело экспериментирующая с различными продуктами и традициями. Это была кухня средневековой исламской глобализации. Изначально ее главной лабораторией была дворцовая кухня аббасидских халифов в Багдаде. Именно там смешались персидская, индийская, греческая и бедуинская кухни. Восточные специи, иранские и сирийские фрукты были помножены тут на месопотамские кулинарные традиции. Двор халифа был главным заказчиком кулинарных новшеств. В задачи кухни новой волны входило не только ублажение окружения правителя и демонстрация иноземным послам культурного превосходства халифата. Опираясь на греческие медицинские трактаты, ее творцы составляли сбалансированное меню, призванное продлить жизнь и укрепить здоровье владыки и его окружения. Венцом этих усилий стала знаменитая кулинарная книга Ибн Сайяр аль-Варакка, написанная в X веке. Давайте посмотрим рецепт даджибрии, изобретенный аббасидским принцем Ибрахимом бил-Ахмахди для своего племянника, халифа Аль-Мутансима. Возьмите 3 фунта ошпаренной баранины и положите ее в кастрюлю. Налейте туда 1/3 стакана оливкового масла, добавьте кусочек корня калгана, разновидность имбиря, 1 фунт цельного очищенного от кожи лука, 6 граммов соли, а также измельченную кинзу, столько, сколько может удержать ладонь и пальцы. Добавьте воды, чтобы она покрывала все ингредиенты на ширину 4 пальцев. Пусть кастрюля кипит, пока лук не будет почти готов. Затем выньте его и отложите в сторону. Влейте в кастрюлю 1 столовую ложку винного уксуса и перемешайте. Пусть мясо варится до готовности или почти до готовности. Добавьте сезонные овощи. Зимой это может быть пучок лука-порея и морковь, или баклажаны и тыква летом.
Накройте кастрюлю и продолжайте готовить. Теперь измельчите отложенный лук с 15 граммами семян кориандра, 1,5 граммами черного перца и 15 граммами семян тмина. Приложите смесь в миску и залейте ее четвертью чашки набатейского мули, жидкого ферментированного соуса, похожего на соевый, и небольшим количеством жидкости для тушения. Хорошо перемешайте смесь, верните ее в кипящую кастрюлю и продолжайте готовить. Когда рагу будет готово, сразу же снимите кастрюлю с огня, пока она еще кипит. Добавьте небольшое количество рубленой кинзы и накройте крышкой. Когда рагу перестанет кипеть и пузыриться, разлейте его половником и подавайте на стол с Божьей помощью. Если длины рецепта недостаточно, чтобы вы поняли разницу между традиционной кухней и кухней новой волны, добавлю, что к рецепту прилагается стихотворение, сложенное автором блюда в качестве аперитива. Повар заходит с миской круглой, как восходящее солнце, полное прекрасно сготовленным мясом. Умело украшено блюдо всем, что потребно, как ожерелье, усыпанное каменьями. Жемчуг из лука следует за изумрудной тыквой, безупречной и чистой. А рядом нежная морковь, словно листы чистейшего золота. На этом мои поэтические полномочия все. Скажу лишь, что стихотворение по длине не уступает рецепту. Фатимидский Каир, конкурировавший в своем блеске с Багдадом, изначально был вынужден догонять, завистливо следя за последними аббасидскими трендами. Однако во второй половине X века власть суннитских халифов ослабла, растущее богатство и стабильность Египта привели к тому, что новой кулинарной столицей мусульманского мира в XI веке стал Каир. Каирский вариант кухни новой волны оказался намного масштабней и просуществовал гораздо дольше, чем его аббасидский предтеча. В пределах города исконно египетским продуктам теперь приходилось конкурировать с целым рядом новых влияний. Среди них был магрибский кускус, сицилийский сыр, сиро-палестинские фрукты, фисташки и оливки, греческий и провансальский мед, андалузское и тунисское оливковое масло, миндаль, сухофрукты и орехи из Апулии, Крита и Родоса, итальянский и каталонский шафран, индийские пряности и многое-многое другое. Во времена неурожаев в Египет везли пшеницу из Неаполя, Сицилии и Кипра, а также сицилийский сахар и патоку. Начиная с XI-XIII веков в Египет устремились итальянские, критские и кипрские вина, проникавшие в Каир полулегально. Как и в Багдаде, египетская кухня новой волны была чисто дворцовым явлением. Тем не менее, высокая кухня дворца и низкая кухня кварталов Аль-Фустата периодически соприкасались. Как мы уже говорили, традиция обособленных дворцовых городов существовала в Египте задолго до фатимидов. Но формирование особой дворцовой кухни началось лишь в конце IX века при Хумаравейхе, втором эмире династии Тулунидов. Прославившийся своей тягой к роскоши, он построил 3 отдельных дворца для гарема отца, своего гарема и семей своих детей. Подобный квартал нуждался в огромном количестве продовольствия для отпрысков династии и их слуг и охраны. Взаимодействие дворцовой и народной кухни в этот период было на удивление активным. Дворцовая кухня зависела от урожаев и даже закупала немало полуфабрикатов в городе. Со своей стороны, богатые каирцы пародировали дворцовую кухню для поднятия своего престижа среди родственников и деловых партнеров. Более того, дворец регулярно одаривал едой своих контрагентов – солдат, слуг,
и устраивал массовые раздачи еды на праздники. Раздавалась чаще всего харисса, каша-пюре из злаков и мяса, приготовленная полосатая кефаль и сладости, кахирия, печенье-кольцо и зулабия, медовое пирожное. На последних остановимся особо. Возьмите полфунта манной муки отличного качества, замесите ее понемногу с дрожжами и оставьте подыматься на ночь. На следующее утро возьмите полфунта крахмала и разомните его с дрожжами, затем смешайте все вместе и месите понемногу, добавляя воду, пока все не станет похожим на тесто для катифа, и добавьте немного соды. Возьмите индийский кокос, отрежьте круглый конец, а затем проделайте в противоположном конце отверстия такого размера, чтобы его можно было заткнуть пальцем. В это время дайте тесту отдохнуть. Возьмите сковороду среднего размера и налейте в нее стоком масла, чтобы в него можно было погрузить зулабию. Доведите масло до кипения, наполните половник тщательно приготовленным тестом и вылейте его в кокос, который держите в левой руке, заткнув пальцем отверстие на дне. Когда кокос наполнится, дайте тесту вытечь из отверстия в сковороду, а движениями правой руки сформируйте из него переплетенные узоры любой формы – круги, треугольники или квадраты. Признаком того, что тесто сделано хорошо и идеально, является то, что, падая в масло, оно приобретает форму пустых браслетов, то есть диска с замысловатыми арабесками. Затем погрузите зулабию в мед, предварительно прокипяченный на огне, очистите и ароматизируйте. Дайте меду впитаться и доведите блюдо на противне. Если оно хорошо пропеклось, подавайте. Если зулабия хрустящая, твердая и тает во рту, то она сделана хорошо. Количество еды, ежедневно производимой дворцовой кухней, было столь велико, что ее избыток регулярно продавали у ворот дворцового комплекса. Не стоит удивляться, что ворота Тулуницкого гарема очень быстро стали местом бойкой торговли. Если к вам должен был прийти уважаемый гость, чтобы достойно его угостить, вы спешили именно туда. На продажу предлагались курица, баранина, сладости, халва, марципан и катаев, блинчики с ореховой начинкой, большие буханки хлеба, а также асида из вареного в молоке риса. Ушлые повара сами распустили слухи о новой торговой точке, а эмир посчитал, что подобная практика скорее будет способствовать популярности правителя, чем повредит его достоинству. Непонятно, пережила ли династию эта практика, но безусловно то, что она привила каирцам вкус к высокой кухне и сделала привычной идею пищи на вынос, столь удивлявшую впоследствии путешественников. В правлении фатимидов Каир, новый город-дворец, оказался слишком закрытым, чтобы делиться своими кулинарными секретами. Попробовать мастерство дворцовых поваров на вкус могли лишь избранные слуги и гости фатимидских халифов, такие, например, как знакомый нам Усама ибн Мункыз. Однако падение династии в 1171 году выбросило на улицы огромное количество дворцовых поваров и кухарок. Благочестивый Саладин не желал следовать традициям халифов-еретиков и к тому же не имел для этого свободных денег. Андалусийский путешественник Саид аль-Магриби писал, что мастерство бывших дворцовых поваров было достойным восхищения, а превосходство над конкурентами общепризнанным. Простые уличные повара не могли соперничать с такими профессионалами, вышкаленными по книгам по высокой кулинарии. Наплыв иностранцев, прибывших с аюбидами из Сирии, расширил клиентскую базу бывших дворцовых поваров, а возможность работать на себя придала им дополнительную мотивацию. Вполне возможно, что уже в это время эмиры Салах ад-Дина угощали друг друга
зирбаджем с айвой. Возьмите вареное мясо, добавьте крупно растертый нут и варите еще. Затем добавьте мясной бульон, уксус, мед или сахар, немного шафрана, несколько плодов айвы и молодых яблок, нарезанных на кусочки. Если хотите, добавьте очищенный миндаль и несколько джуджубов, а также фисташки и мяту. Дайте загустеть на огне и подавайте. Так, на стыке высокой дворцовой и обыденной народной сформировалась особая каирская уличная кухня. Но это уже совсем другая история. На сём я прекращаю дозволенные речи. Мир вам. Разрушитель людей. Невоспетый герой средневекового Каира.